Всем привет! Python или Python все-таки хуйня или нет? Давайте разберем, что это такое. Python — это язык программирования, который создан таким дяденькой в очках с бородой, которого зовут Гвидо ван Россум. Создан достаточно давно и при этом до сих пор популярен во многих сферах, очень во многих сферах известный язык программирования. Гвидо ван Россум назвал этот язык программирования именно Python, потому что вдохновился такой группой Monty Python. Можете, если интересно, погуглить. Если нет, то, как и я, просто забить на эту информацию. Так почему же Python такой крутой? Ну или нет? В основном Python очень такой простой язык на первый взгляд. Код достаточно простой, читабельный, в зависимости от того, кто его написал. Многофункциональный, то есть используется в таких сферах, как веб-разработка, анализ данных, автоматизация, скрипты какие-нибудь. Конечно же, при разработке искусственного интеллекта. Тем более в 2025 году искусственный интеллект так сильно развивается, что Python является одним из must-have языков. Ну и так как мы затронули сферы, где он применяется, стоит, наверное, также отметить, где он не применяется или где не советуют его применять. Это будет лично мой такой топ. Во-первых, это разработка приложений под смартфоны, то есть будь то Android или iOS, без разницы. Python не очень подходит под эти задачи. Для этого есть специальные языки по типу там Java, либо Dart, который сейчас тоже развивается. Ну или под iOS специально есть Swift под разработку приложений. Вторая сфера, где я бы лично не советовал использовать Python, это разработка приложений под операционной системой компьютеров, то есть под Windows, Linux, macOS. Python тоже не очень подходит, потому что он не совсем для этого был создан. Хотя я не отрицаю того, что можно написать приложение и под компьютеры, и под смартфоны. Без проблем написать можно, но Python не совсем подходит под эти задачи. Под компьютеры, скорее всего, больше подойдет. Есть, я знаю, фреймворки на JS, есть на C# очень довольно-таки популярные фреймворки, которые используют для приложений на Windows. Есть также всеми любимый или нелюбимый C. Ну и главный вопрос, который все ждут: стоит ли учить Python, стоит ли учить, изучать этот Python в 2025 году, можно ли найти работу и все такое. Ответ на этот вопрос да, однозначно стоит. Стоит изучать, посмотреть, что на нем делали, что можно на нем сделать. Очень приятный, на мой взгляд, синтаксис. Довольно просто и приятно на нем писать код. Можно ли найти работу, изучая Python? Можно найти работу вообще на любом языке, если так посмотреть. Есть, конечно, минус в том, что кандидатов сейчас очень много, но такая конкуренция на любом рынке, не только в IT, не только на Python, во всех абсолютно языках программирования, на всех вакансиях очень много откликов, так что бояться не стоит, нужно бороться и изучать, ну или забить на все это и идти на ферму кормить гусей. Очень я этого жду. Ну и подытожим, что Python — это простой, мощный, веселый инструмент для программирования, который определенно стоит вашего внимания. Спасибо, что посмотрели до конца, послушали про Python. В скором времени начну записывать курс по Python. Он будет достаточно простой, понятный. Ну и, возможно, вы чего-то еще и добьетесь.